Ты часто задумывался, почему твой топ-спин справа не всегда попадает на стол? Почему одни соперники легко справляются с твоими мячами, а другие будто читают твои движения наперед? А может, ты уже сталкивался с болью в руке или усталостью после тренировки и не понимал, в чем причина? В этом видео я разберу топ-5 самых опасных ошибок, которые совершают 90% любителей при выполнении топса справа по подставке. Каждая из этих ошибок мешает тебе играть стабильно, приводит к травмам и, главное, не дает получать настоящее удовольствие от игры. Обещаю, если досмотришь до конца, ты узнаешь минимум одну ошибку, которая прямо сейчас мешает твоему прогрессу. Также у меня есть для тебя бесплатный гайд по тактическому приему подач. Его можно скачать в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну а если вдруг ни одной из этих ошибок у тебя нет, напиши в комментариях, как ты этого добился. Может, ты уже на шаг впереди нас всех. С вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Поехали! Ошибка 1. Игра одной рукой. Это самая популярная ошибка среди любителей. Здесь игрок машет одной рукой без участия ног и корпуса. Какие минусы у этого удара? Во-первых, он летит очень слабо. Во-вторых, чтобы тебе сделать ускорение, необходимо дернуть рукой со всей силы для того, чтобы просто закрутить мяч. Представь, ты так дергаешь руку каждый день в течение нескольких часов. Что произойдет? От такой нагрузки рука сильно перенапрягается, и ты рано или поздно получишь травму. Как это исправить? Тебе надо добавить работу ног и корпуса. Это снизит нагрузку с твоей руки, а удары будут лететь сильнее и быстрее. Повторяй за мной. Встаем в правостороннюю стойку, переносим вес тела на правую ногу. В этот момент поворачиваем корпус вправо и разгибаем предплечье. Теперь запускаем ноги и таз, за ними стартует корпус и сгибается предплечье. Вес тела доходит до левой ноги, носик ракетки смотрит в направлении удара. Поставь на паузу и повтори так 10 раз в медленном темпе. Теперь ошибка, из-за которой у тебя мяч не летит в одну точку и в нем нет скорости. Ошибка 2. Игра за собой. Это вторая ошибка по популярности. Любитель играет за собой, мяч пролетает сбоку и он его поздно встречает. От этого мяч еле летит на стол. У него может быть много вращения, но совсем нет скорости. Почему так? Когда мяч залетает за наше тело, то момент разгона нашего тела минимальный, а скорость мяча большая. От этого не мы играем в мяч, а мяч играет в нас. Из-за чего происходит эта ошибка? Ты делаешь сильный замах, ты сильно поворачиваешь корпус, ты играешь слишком сильно и не успеваешь на второй мяч, поэтому пропускаешь точку удара. Как надо играть? Надо играть в высшие точки или чуть позже, но перед собой. Для этого необходимо запустить корпус до того, как мяч достигнет высшей точки отскока от стола. Тогда удар будет намного сильнее и точнее. Как это можно исправить? Мы рисуем точку перед собой, чтобы получился треугольник. Наши плечи – это углы, а точка нашего удара – это вершина. И наша задача, чтобы эта вершина в момент удара была впереди. Для этого побросай мяч об стол и сделай удар в этой точке. Следующая ошибка про твои ноги. Из-за нее ты медленно двигаешься и у тебя уходит много сил на удары. Ошибка 3. Игра на одной ноге. Это прям изюминка. Часто наблюдаю эту ошибку у любителей в зале. Они встают и начинают делать топсы по 100 раз по правой диагонали. Но вот только все эти 100 раз происходят на месте и на одной ноге. Почему это ошибка? Потому что 50% силы удара ты теряешь уже на старте, и тебе приходится снова напрягаться. Второй недостаток – это твоя мобильность и возможность переключаться между ударами. От этой ошибки игроки часто не успевают перемещаться или переключаются между ударами. В дальнейшем начинает болеть нога от перенапряжения и могут начаться проблемы с коленями. Как тогда нужно делать? Во время замаха, удара и окончания твой вес тела должен балансировать. Замахнулся, ушел в ногу, начал делать удар, донес вес тела вначале в центр и потом в левую ногу. Так ты разгрузишь свою правую ногу, начнешь делать более качественный удар и сможешь быстро перемещаться и переключаться между ударами. Давай попробуем вместе. Встаем в правостороннюю стойку, перенесли вес тела на правую ногу, оторвали левую и постояли на правой ноге. Сейчас делаем поворот в тазе и встаем на левую ногу, правую отрываем и снова стоим. Если у тебя это получается, и ты не падаешь и не теряешь равновесие, то ты делаешь все правильно.
А если у тебя не получается, то рекомендую заняться своими ногами с помощью комплекса упражнений на перенос центра тяжести, на умение управлять своими ногами, чтобы они тебя всегда слушались и не прилипали к полу. Это тебе поможет быстро перемещаться и всегда успевать за мячами, не теряя мощности в своих ударах, что повысит твою стабильность и поднимет игру на новый уровень. Поэтому, чтобы ускорить твой путь, у меня для тебя есть пошаговый курс «Домашние тренировки», в котором собраны более 50 упражнений для тренировки ног, которые ты сможешь отрабатывать дома и в зале, затрачивая не более 20 минут своего времени. Чтобы ознакомиться с курсом, переходи по ссылке в описании. Следующая ошибка не менее коварна и тоже связана с ногами. Ошибка 4. Игра на пятках. Это ошибка у 8 из 10 любителей. Это одна из причин, почему не получается двигаться, почему не успеваешь подойти к мячу, почему все время кажется, что ноги тяжелые и не двигаются. Выглядит это так. Любитель стоит всей ногой, как будто его забетонировали. Спина прямая и весь тело основательно в пятках. От этого игрок не может сдвинуться, потому что уходит много времени, чтобы оторвать ноги, которые в этот момент даже не амортизируют. Это все замедляет перемещение и сильно снижает качество игры и ударов. Как должно быть? Корпус наклонен вперед и весь тело на передней части стопы. Давай вместе почувствуем свое тело. Встань полностью на стопу и сконцентрируйся на своих пятках. Сделай 2 прыжка вправо и влево. В этот момент ты почувствуешь себя тяжеловесом. Теперь наклонись вперед и слегка оторви пятки от пола. Сконцентрируйся на передней части стопы. В этот момент тебя должно потянуть немного вперед. Если получилось, то вес у тебя ушел вперед. Теперь сделай 2 прыжка вправо и 2 прыжка влево. Почувствовал? И если почувствовал, то пиши в комментариях, как поменялись твои ощущения. И ключевая ошибка, которая как пережиток старой техники, ее делает почти каждый второй любитель. Ошибка 5. Сильный замах и поворот корпуса. Из-за этой ошибки ты всегда опаздываешь на второй удар. Из-за этой ошибки часто за тебя залетает мяч. Из-за этой ошибки ты не можешь точно попасть на стол. У многих в голове такая мысль: чем больше я разгоню руку, тем сильнее полетит. А как мне ее разогнать? Да, просто уведу ее как можно дальше. Кто-то это делает осознанно, кто-то нет, но результат всегда один. И когда происходит удар, то мяч то наскакивает на ребро, то после первого удара не успеваешь ни переместиться, ни сделать второго замаха. Все рушится просто от того, что сильно замахнулся. Как тогда должно быть? Во время удара нам важно не то, насколько мы увели руку назад, а то, сколько ускорения мы сделали вперед. Поэтому мы не разворачиваемся боком к столу и не уводим руку за спину. Оставим руку перед собой, ноги и корпус стоят полубоком, и за счет таза, поворота корпуса и взрыва предплечья делаем удар перед собой. После этого удара ты спокойно успеешь сделать удар справа и слева. Давай попробуем. Встань боком, а теперь встань в полуоборота и опусти руку до колена. И дальше назад ее не уводи. С места сделай удар и вернись обратно за счет поворота таза. Повтори так 20 раз. Почувствовал? Молодец! Ты сегодня проделал большую работу. Теперь какой план действий? Ты и я прошли 5 распространенных ошибок в топ-спине справа по подставке. На самом деле их намного больше. И если тебе интересно, чтобы я осветил еще 5 грубых ошибок, то пиши в комментариях. Чтобы этих ошибок было в твоих ударах меньше, тебе надо хорошо разбираться в технике ударов и технике перемещений. В этом тебе поможет курс «Домашние тренировки». Ссылка на него в описании. Также напоминаю про бесплатный PDF-файл в моем телеграм-канале, который ты можешь забрать прямо сейчас. Подписывайся на мой телеграм-канал, там я пишу полезные посты про технику, тактику и психологию настольного тенниса. Провожу тактические разборы игры и прямые эфиры, где ты сможешь задать мне любые интересующие тебя вопросы. На мою группу ВКонтакте, там я дублирую видео, и на YouTube канал. С вами был Иван Толмачев, до встречи на следующих уроках.